you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые, очень необычные гибридные внутриканальные наушники от компании Keyfine стоимостью $189. И приходят они в крупной по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и было указано название этой модели Arnar. Ну а на обратной стороне здесь указаны контактные данные производителя, адрес производства и имеются различные сертификаты. А вот за звук в этих наушниках отвечает связка из одного планарного драйвера диаметром 14,5 мм и одного арматурного излучателя от Knowles, а чувствительность составляет 107 дБ и они получили сопротивление 13 Ом. Тем не менее, на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как обычный штекер на 3,5 мм джек, либо балансный штекер на 4,4 мм джек. Инструкция как по использованию наушников, так и по использованию звуководов. Сертификат качества, небольшой фирменный кейс для хранения наушников, 4 набора силиконовых амбушюр, ну и 3 комплекта звуководов. Золотистые для более яркого звучания, серебристые для сбалансированного, ну а черные для более темного. Эти наушники довольно небольшие, были выполнены полностью из авиационного алюминия с очень красивым, на мой взгляд, оформлением лицевой панели с необычным узором, но сразу вам скажу, что это всего лишь только часть дизайна. Но вот здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части имеется маркировка канала и находятся 2 небольших отверстия, одно из которых служит как раз таки для компенсации. А вот звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а также он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой с узором. Но так как эти наушники небольшие, то сидят они в моих ушах отлично, и вопросов к посадке и удобству у меня здесь абсолютно никаких нет, поскольку они обеспечивают хорошую звукоизоляцию и комфортную посадку для длительного прослушивания. Да и их модульный кабель мне понравился, и менять его я бы вам точно не советовал, поскольку он модульный, не имеет микрофонного эффекта и практически не путается. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Keyfine Arnar при использовании разных звуководов. И как видите, при использовании серебристого и черного звуковода они имеют практически одинаковое усиление низких частот на 8 дБ, тогда как при использовании уже золотистого звуковода низкие частоты слегка ослабляются. А дальше тут во всех случаях следует плавный переход к области нижней середины, где золотистый звуковод опять же слегка ослабляет эту область, из-за чего подача этого диапазона становится немного полегче. Ну а после в области верхней середины вы можете заметить, насколько тут достаточно явная разница существует между всеми этими звуководами. И если черный звучит более нейтрально и меньше выделяет область 2 кГц, то в случае золотистого звуковода этот диапазон очень явно усиливается, а в случае серебристого этот диапазон остается примерно на уровне моего таргета. А вот на высоких частотах разница тут хоть и не очень большая, но тем не менее на слух я отчетливо слышу, что с золотистым звуководом они начинают звучать немного поярче и прозрачней, тогда как с черным звуководом звук получается уже более темный и гладкий. И лично мне больше всего понравился как раз таки именно стандартный серебристый звуковод, поскольку именно с ним эти наушники звучат на мой вкус более сбалансированно, поэтому именно на нем я в итоге и остановился. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это ощущается на практике. Низкие частоты в этих наушниках получились умеренными и сбалансированными. Безусловно, это не супер басхедная подача, но зато бас здесь точно порадует вас своим качеством воспроизведения. Собас в этих наушниках
ощущается достаточно глубоко, как для планарного драйвера, но он не был выпечен и не воспринимается каким-то излишне раздутым, но при этом он очень уверенно уходит уже в самые нижние границы, давая хорошее ощущение глубины в треках, где это действительно было заложено, особенно в электронике и хип-хопе, добавляя масштаб и телесность всей низкочастотной основе. А вот мид-бас здесь уже такой более осязаемый и музыкальный, он быстрый, с четкой атакой и естественным затуханием, благодаря чему удары получаются собранными и аккуратными. При этом по текстуре низкие частоты здесь точно не были упрощены, поскольку здесь есть и внутренняя структура, и хорошо слышны какие-то небольшие вариации давления и плотности разных партий, благодаря чему бас воспринимается уже более живым и естественным. То есть он точно не превращается в какой-то там непонятный гул, а сохраняет форму и динамику, оставаясь при этом аккуратным и собранным. И в итоге мы имеем достаточно такой спокойный и уверенный бас, без какого-то лишнего раздутия и перегибов подачи, с очень хорошим контролем и приятной текстурностью. Он точно не пытается впечатлить вас каким-то огромным количеством, а скорее берет своим качеством и правильным балансом в общей звуковой картине. Ну а средние частоты здесь получились очень выверенными и комфортными по подаче. И на мой взгляд это очень такой аккуратный баланс между мягкостью, нейтральностью и легкой насыщенностью с теплотой, без лишней какой-то резкости там или избыточной энергии, которая могла бы вас утомлять уже при длительном прослушивании. Вокал в этих наушниках звучит очень естественно и правильно, с хорошей прозрачностью и чистотой, но без намека на какую-то сухость или излишнюю аналитичность. То есть он не был выдвинут слишком вперед, но и не отодвинут назад, а находится прям, знаете, ровно на своем месте, как бы органично вписываясь в общую подачу и никогда не выбиваясь из микса. Если женский вокал подается так уже более плавно и воздушно, с легкой экспрессией и хорошей передачей интонаций, то мужской вокал ощущается уже более плотным и телесным, с достоверной передачей тембра. Но инструменты подаются очень аккуратно и собрано. Здесь нету ощущения какой-то перегруженности или наоборот какой-то там пустоты, и все звучит достаточно насыщенно и контролируемо. Гитары в тяжелой музыке читаются с хорошим разделением, а клавишные и акустические инструменты в классике сохраняют все свои тональные оттенки и текстуру, благодаря чему середина воспринимается уже не какой-то плоской, а именно живой и многослойной, но при этом не перегруженной деталями, как уже в более аналитичных и энергичных по подаче моделях. Ну и в итоге получается такая зрелая, гладкая и сбалансированная середина, которая не пытается удивлять вас какой-то эффектностью или чрезмерной детализацией, а просто дает очень естественное, цельное и музыкальное звучание без напряжения, с хорошей прозрачностью и правильным ощущением живого исполнения. А вот высокие частоты здесь это как раз тот случай, когда все было сделано максимально спокойно и выверено. Они подаются очень гладко, плавно и с выраженно зрелым характером, без малейшего намека на какую-то излишнюю яркость или резкость. И именно поэтому верх никогда не выходит вперед, а как бы аккуратно уже вплетается в общую подачу этой модели. При этом высокие частоты здесь точно не ощущаются ни обрезанными, ни упрощенными. Да, они слегка темноваты, особенно при использовании уже черного звуковода, но тем не менее детали есть, но просто они подаются уже так более мягко и ненавязчиво, за счет чего все воспринимается цельно и как единое музыкальное полотно, где верхний диапазон не разбирает, так скажем, всю запись на какие-то там отдельные частицы, а как бы аккуратно дополняет общую картину, в отличие уже от более ярких и аналитичных холодных моделей. И за счет этого сибилянты здесь ребята контролируются очень уверенно, и даже на очень ярких и сложных старых записях вокал не приобретает каких-то резких или колких акцентов, поэтому прослушивание всегда остается очень комфортным и абсолютно неутомительным. Ну да, конечно, по техничности это не тот верх, который будет вытаскивать прям все мельчайшие детали на первый план, но он и не про это, как по мне. Его задача, на мой взгляд, скорее в естественности и цельности восприятия, когда музыка звучит уже как такое единое и связанное целое. В общем, это аккуратные, зрелые и собранные высокие частоты, которые не пытаются впечатлить вас какой-то яркостью или аналитичностью, а просто грамотно завершают всю подачу, делая ее плавной, комфортной и полностью неутомляющей. Ну и звуковая сцена получилась компактная и естественная, с очень удачным балансом ширины и глубины, но без ощущения какой-то сжатости или тесноты, как уже в очень темных моделях. И по восприятию это прям такая
честная и собранная сцена, где все находится на своих местах, поскольку ширины здесь более чем достаточно как для комфортного ощущения пространства. И у вас нету ощущения, что звук был как бы зажат внутри головы, но и нету какого-то чрезмерного растягивания по краям, за счет чего тут сохраняется именно цельность и плотность всей подачи, да и глубина при этом ощущается уверенно и вполне логично, с нормальным разделением планов, где передние, средние и задние слои читаются достаточно ясно и спокойно, ну а переходы между ними как бы не выделяются искусственно и воспринимаются уже так более естественно и плавно. Ну и локализация инструментов в этих наушниках тоже находится на хорошем уровне, потому что источники звука тут не сливаются в одну кучу, а имеют свое четкое положение в пространстве. И даже в более насыщенных композициях сохраняется нормальная разборчивость и порядок, без ощущения какого-то хаоса или какого-либо перегруза. Ну и в итоге сцена здесь получается компактная, но при этом очень естественная и логичная по своему построению, с хорошей локализацией, понятными планами и ровным ощущением пространства, которое просто аккуратно и правильно работает на музыку. Ну а вывод у меня получился таков. Hi-Fi Narnar — это очень необычные по своей настройке, но приятные гибридные наушники с очень сбалансированным и насыщенным атмосферным звучанием. И на мой взгляд они точно понравятся всем любителям нейтрального и гладкого звучания без какой-то резкости или яркости, что как раз идеально подойдет для комфортного и очень длительного прослушивания. К тому же при необходимости вы всегда сможете без проблем слегка подкорректировать их звучание под уже свой вкус, с помощью звуководов от более яркого и энергичного до более темного и супер гладкого, ну либо сбалансированного звучания, как в моем случае. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч в новых обзорах.